Я раскладывал свои заметки по порядку, собираясь уходить, как вдруг передняя дверь с шумом распахнулась. Я непроизвольно вскочил и быстро повернулся. У двери стоял Нестор. Я побежал к нему. Мы встретились посреди прихожей. Он чуть было не запрыгнул на меня, тряся меня за плечи. Он выглядел выше и сильнее, чем в последнюю нашу встречу. Его длинное худощавое тело было по-кошачьи гибким. Каким-то образом человек, стоящий лицом к лицу со мной и смотрящий на меня, не был тем Нестором, которого я знал. Я помнил его очень застенчивым человеком, который стеснялся улыбаться из-за своих кривых зубов, человеком, доверенным попечению Паблито. Смотрящий на меня Нестор был смесью Дона Хуана и Дона Хинаро. Он был жилистым и проворным, как Дон Хинаро, и одновременно обладал магнетической властью Дона Хуана. Я едва не начал индульгировать в своем замешательстве, но в итоге смог только рассмеяться вместе с ним. Он похлопал меня по спине и снял свою шляпу. Тут только я осознал, что у Паблито шляпы не было. Я заметил также, что Нестор был гораздо темнее, и черты его лица были намного грубее. Рядом с ним Паблито выглядел почти хрупким. Оба носили американские джинсы фирмы Levi's, толстые куртки и ботинки на каучуковой подошве. В присутствии Нестора в доме мгновенно исчезло подавленное настроение. Я пригласил его присоединиться к нам на кухне. «Ты пришел как раз вовремя», — сказал Паблито Нестору с широкой улыбкой, когда мы сели. Маэстро и я здесь прослезились, вспоминая дьяволов Толтеков. «Ты действительно плакал, маэстро?» — спросил Нестор с ехидной улыбкой. Очень тихий треск у двери заставил Паблито и Нестора замолчать. Если бы я был один, то не обратил бы на него внимания. Паблито и Нестор встали, и я сделал то же самое. Мы посмотрели на переднюю дверь. Она очень осторожно открывалась. Я подумал, что, наверное, Лагорда вернулась и тихо открывает дверь, чтобы не побеспокоить нас. Когда дверь открылась достаточно широко, чтобы через нее мог пройти человек, вошел Бениньо, двигаясь так, словно крался в темную комнату. Его глаза были закрыты, и шел он на цыпочках. Он напоминал мне подростка, прокрадывающегося в кинотеатр через незапертую дверь, чтобы посмотреть фильм. Он и нашуметь боится, и в темноте увидеть ничего не может. Все молча смотрели на Бениньо. Он открыл один глаз ровно настолько, чтобы сориентироваться, а затем пошел на цыпочках через переднюю дверь в кухню. С минуту он постоял у стола с закрытыми глазами. Затем Бениньо опустился рядом со мной на скамейку. Он мягко боднул головой мое плечо. Это был легкий толчок, означавший, что мне нужно подвинуться, освобождая место на скамейке. Затем он уселся поудобнее, все еще с закрытыми глазами. Одет он был так же, как Паблито и Нестор. Его лицо слегка располнело после последней нашей встречи, состоявшейся несколько лет назад. Линия его волос изменилась, но я не мог сказать как. У него было более светлое лицо, чем я помнил, очень мелкие зубы, полные губы, широкие скулы, небольшой нос и большие уши. Он всегда казался мне выросшим ребенком, чьи черты так и не стали зрелыми. Паблито и Нестор, прервавшие разговор, чтобы наблюдать за тем, как вошел Бениньо, возобновили беседу. Словно ничего не произошло. «Разумеется, он плакал вместе со мной», — сказал Паблито. «Он не плакал, как ты», — сказал Нестор. Затем он повернулся и обнял меня. «Очень рад, что ты жив», — сказал он. «Мы только что разговаривали с Лагордой, и она сказала нам, что ты на Гваль. Но не рассказала, как ты остался в живых, маэстро». Здесь мне предстоял странный выбор. Я мог бы идти по пути своего разума, как делал это обычно, и сказать, что не имею ни малейшего понятия, и был бы прав. Либо я мог сказать, что мой дубль вызволил меня из лап этих женщин. Я взвешивал в уме эффект этих двух возможностей, как вдруг меня отвлек Бениньо. Он слегка приоткрыл один глаз и захихикал, спрятав голову в ладони. «Бениньо, ты не хочешь разговаривать со мной?» — спросил я. Он отрицательно покачал головой. Я чувствовал себя неловко рядом с ним и решил узнать, что с ним происходит. «Что он делает?» — спросил я Нестора. Нестор похлопал Бениньо по голове и встряхнул его. Бениньо открыл глаза, а затем снова закрыл их.
«Он всегда такой, ты же знаешь», — сказал Нестор. «Он крайне застенчив. Рано или поздно он откроет глаза. Не обращай на него внимания. Если ему надоест, он заснет». Бениньо утвердительно кивнул головой, не открывая глаз. «Ну хорошо, как ты выкарабкался?» — настаивал Нестор. «Ты не хочешь рассказывать нам?» — спросил Паблито. Я осторожно рассказал, что мой дубль трижды выходил из макушки моей головы. Потом я дал им подробный отчет о случившемся. Они нисколько не удивились и восприняли мой рассказ как должное. Паблито стал смаковать мои спекуляции о том, что Донья Соледад могла не поправиться и в конце концов умереть. Он хотел знать, стукнул ли я точно так же и Лидию. Нестор решительным жестом велел ему замолчать, и Паблито послушно остановился посреди фразы. «Я извиняюсь, маэстро, но это был не твой дубль», — сказал Нестор. «Но все говорили, что это был мой дубль. Я знаю наверняка, что ты неправильно понял Лагорду. Когда мы с Бениньо шли сюда, Лагорда перехватила нас и сказала, что ты и Паблито находитесь здесь, в этом доме. Она назвала тебя Нагвалем. Знаешь почему?» Я засмеялся и сказал, что это, наверное, потому, что Нагваль передал мне большую часть своей светимости. «Один из нас дурак», — сказал Бениньо гулким голосом, не открывая глаз. Звук его голоса был таким диковинным, что я отпрыгнул от него. Его совершенно неожиданное заявление, плюс моя реакция на него, заставили всех троих рассмеяться. Бениньо открыл один глаз, посмотрел на меня и спрятал свою голову в руки. «Ты знаешь, почему мы называли Дона Хуана Матуса Нагвалем?» — спросил меня Нестор. Я сказал, что всегда думал, что это был осторожный способ называть Дона Хуана магом. Бениньо засмеялся так громко, что звук его голоса заглушил смех остальных. Казалось, он искренне наслаждается. Он опустил голову на мое плечо, словно не мог больше выдерживать ее тяжести. «Причина, по которой мы называли его Нагвалем, — продолжал Нестор, — в том, что он был расщеплен надвое. Другими словами, когда ему это было нужно, он мог попасть в другую колею. Мы не можем сделать этого. Из него выходило что-то такое, что было не его дублем, а какой-то устрашающей грозной фигурой. Она выглядела точно как он, но была вдвое больше по величине. Мы называли эту фигуру Нагвалем, и каждый, у кого она есть, является Нагвалем. Нагваль сказал нам, что все мы могли бы иметь эту фигуру, выходящую из головы, но обстоятельства складываются так, что никто из нас не хочет этого. Кажется, ты единственный, кому ее сучили». Они захохотали и завопили, как будто загоняли стадо скота. Бениньо обнял меня за плечи, не открывая глаз, и смеялся до тех пор, пока по его щекам не покатились слезы. «Почему ты говоришь, что мне всучили ее?» — спросил я Нестора. «Она требует слишком много энергии», — сказал он. «Слишком много труда. Я не знаю, как ты все еще держишься на ногах. Нагваль и Хинара однажды расщепили тебя в эвкалиптовой роще. Они взяли тебя туда, потому что эвкалипты — твои деревья. Я присутствовал там и был свидетелем, как они расщепили тебя и вытащили твой Нагваль наружу. Они тащили тебя врозь за уши, пока не вытащили твою светимость, и ты уже был не яйцом, а двумя светящимися кусками. Затем они сложили тебя вместе снова, но любой маг, который видит, может сказать, что там в середине есть огромный пробел. В чем преимущество такого расщепления? У тебя есть одно ухо, которое слышит все, и один глаз, который видит все. И ты всегда будешь способен пройти лишнюю милю в случае необходимости. По этой же причине мы называем тебя теперь маэстро. Они пытались расщепить Паблито, но, судя по всему, потерпели неудачу. Он слишком избалован и всегда индульгирует как ублюдок. Именно поэтому он теперь такой взвинченный. Что ж тогда такое дубль? Дубль — это другой. Это тело, которое человек получает в сновидении. Он выглядит в точности, как сам человек. «У вас у всех есть дубли?» Нестор удивленно уставился на меня. «Эй, Паблито, скажи маэстро насчет наших дублей», — засмеялся он. Паблито протянул руку через стол и встряхнул Бениньо. «Расскажи ему ты, Бениньо», — сказал он, — «или лучше покажи». Бениньо встал, открыл глаза как можно шире и посмотрел на крышу. Затем он сдернул штаны и показал мне свой пенис. Хинарос хохотали как сумасшедшие. «Когда ты спросил меня, ты действительно это имел в виду, маэстро?» — нервно спросил меня Нестор.
Я заверил их, что был предельно серьезен, желая знать все, относящееся к их знанию. Я пустился в длинные объяснения, что Дон Хуан держал меня вдали от них и по причинам, которые мне были непонятны, не давал мне возможности знать о них больше. «Пожалуйста, подумай вот о чем», — сказал я. «Еще 3 дня назад я не знал, что эти 4 девушки были ученицами Нагваля или что Бениньо был его учеником». Бениньо открыл глаза. «Пожалуйста, подумай об этом сам», — сказал он. «Я не знал до сих пор, что ты такой глупый». Он снова закрыл глаза, и все безумно захохотали. Мне ничего другого не оставалось, как только и самому к ним присоединиться. «Мы сейчас дразним тебя, маэстро», — сказал Нестор в виде оправдания. «Мы думали, что ты разыгрываешь нас, нарочно расстравляя. Нагваль сказал, что ты видишь. Если ты действительно видишь, то ты можешь знать, что мы жалкая компания. Мы не имеем тела сновидения. Никто из нас не имеет дубля». Очень серьезным и откровенным тоном Нестор сказал, что что-то пролегло между ними и их желанием иметь дубль. Я понял это высказывание так, что с тех пор, как ушли Дон Хуан и Дон Хенаро, возник некий барьер. Он считал это результатом поражения Паблито в выполнении своего задания. Паблито добавил, что с тех пор, как ушли Дон Хуан и Дон Хенаро, что-то как будто преследует их. И даже Бениньо, живший в то время на юге Мексики, вынужден был вернуться. Только когда они трое были вместе, они могли чувствовать себя легко. «Как ты думаешь, что это такое?» — спросил я Нестора. «Есть что-то в этой безбрежности, что толкает нас», — ответил он. Паблито думает, что это следствие его неудачной попытки вступить в связь с женщинами. Паблито повернулся ко мне. Его глаза ярко сияли. «Они наложили на меня проклятие, маэстро», — сказал он. «Я знаю, что причина всех неприятностей заключается во мне. Я хотел скрыться из этих мест после своей борьбы с Лидией, и спустя несколько месяцев удрал в Веракрус. Я был там по-настоящему счастлив с одной девушкой. Я даже хотел жениться на ней. Нашел работу, и все было прекрасно до тех пор, пока однажды я не пришел домой и не увидел, что эти 4 мужеподобные уродки, словно хищные звери, нашли меня по моему следу. Они были в моем доме, мучая мою женщину. Эта сука Роза наложила руку на живот этой женщины и заставила ее нагадить в постель. Их лидер, 220 задниц, сказала мне, что они прошли всю страну, разыскивая меня. Тут же она схватила меня за пояс и потащила прочь. Я осатанел хуже дьявола, но ничего не мог поделать с 220 задниц. Она посадила меня в автобус. Но по дороге я сбежал. Я бежал через кусты и холмы, пока мои ноги не опухли так, что я не мог снять свои башмаки. Я почти умирал. Я был болен 9 месяцев. Если бы свидетель не нашел меня, я бы уже умер. «Я не находил его», — сказал Нестор. «Его нашла Лагорда. Она взяла меня туда, где он был, и мы вдвоем отнесли его к автобусу и привезли сюда. Он был в бреду, и мне пришлось доплатить, чтобы водитель автобуса разрешил нам провести его». Невероятно драматическим тоном Паблито сказал, что не изменил своего намерения. Он все еще хочет умереть. Но почему? Вместо него гортанно ответил Бениньо. «Его член не работает». Звук его голоса был таким необычным, что на мгновение мне показалось, будто он говорит из пещеры. Это было одновременно и пугающе, и смешно. Я невольно рассмеялся. Нестор сказал, что Паблито, согласно инструкции Нагваля, пытался выполнить свое задание — установить половые отношения с женщинами. Тот сказал Паблито, что его 4 стороны света уже приведены в нужное положение, и что ему нужно только заявить свои права на них. Но когда Паблито пошел, чтобы заявить право на свою первую сторону, Лидию, она чуть не убила его. Нестор добавил, что, по его личному мнению, как свидетеля этого события, Лидия ударила Паблито не потому, что была возмущена происходящим, а потому что Паблито оказался несостоятельным как мужчина. «Паблито действительно заработал болезнь в результате этого удара, или он только делал вид?» — спросил я полушутя. Бениньо ответил таким же гулким голосом. «Он просто делал вид», — сказал он. «Все, что он получил, была шишка на голове». Паблито и Нестор захохотали и завопили. «Мы не виним Паблито за то, что он боится этих женщин», — сказал Нестор. «Они точно так же, как Нагваль, устрашающие воины. Они серьезные и хмурые.
Когда Нагваль был рядом, они обычно сидели около него и пристально смотрели вдаль часами, иногда целыми днями. «Это правда, что Хосефина была когда-то сумасшедшей?» «Это смешно», — сказал Паблито. «Не когда-то, она чокнутая и сейчас. Она самая сумасшедшая из всей этой компании. Я рассказал им о том, что она сделала со мной. Мне казалось, что они оценят юмор ее великолепного представления, но мой рассказ, похоже, плохо подействовал на них. Казалось, они были сильно испуганы. Даже Бениньо открыл глаза, слушая мой отчет. «Какая гадость!» — воскликнул Паблито. «Эти суки действительно ужасны. И ты знаешь, что их лидер 220 задниц. Она швырнет в тебя камень, а потом спрячет руку за спину и сделает вид невинной девочки. Будь осторожен с ней, маэстро». Нагваль тренировал Хосефину так, чтобы она могла становиться кем хочет. Она может делать все, что вздумает. Визжать, смеяться, сердиться и все, что угодно, — сказал Нестор. «А какая она, когда не прикидывается?» — спросил я Нестора. «Тогда она просто помешанная. Она безумней летучей мыши», — ответил Бениньо мягким голосом. «Я встретился с Хосефиной впервые, когда ее только привезли. Мне пришлось внести ее в дом. Мы с Нагвалем обычно привязывали ее к постели. Однажды она начала плакать о своей подруге, с которой обычно играла в детстве. Она плакала 3 дня. Паблито утешал ее и кормил, как ребенка. Она похожа на него. Оба они, когда что-то начнут, не знают, как остановиться». Бениньо внезапно начал нюхать воздух. Он встал и подошел к плите. «Он действительно застенчивый?» — спросил я Нестора. «Он застенчивый и эксцентричный», — отвечал Паблито. «Он будет таким до тех пор, пока не потеряет свою форму. Хинара говорил, что рано или поздно все мы потеряем свою форму, так что не имеет смысла делать жалкие потуги, пытаясь изменить себя так, как говорил нам Нагваль. Хинара сказал, чтобы мы наслаждались жизнью и ни о чем не заботились. Ты не знаешь, как наслаждаться вещами, а мы не знаем, как сделать себя ничтожными. Ты и женщины заботитесь и пытаетесь. Мы, с другой стороны, наслаждаемся». Нагваль называл делание себя жалким безупречностью. Мы же называем это глупостью, правда? «Говори за себя, Паблито», — сказал Нестор. «Бениньо и я думаем иначе». Бениньо положил мне в миску еды и поставил ее передо мной. Потом он обслужил остальных. Паблито изучил миски и спросил Бениньо, где он нашел их. Бениньо сказал, что они были спрятаны в ящике, который показала ему Лагорда. Паблито доверительно сказал, что миски принадлежали им до разрыва. «Мы должны быть осторожными», — сказал Паблито нервно. «Миски, несомненно, заколдованы. Эти суки вложили что-то в них. Я буду лучше есть из миски самой Лагорды». Нестор и Бениньо начали есть. Тут я заметил, что Бениньо дал мне коричневую миску. Паблито, судя по всему, очень тревожился. Я хотел успокоить его, но Нестор остановил меня. «Не принимай его всерьез», — сказал он. «Он любит быть таким. Он сядет и будет есть. Тут ни ты, ни женщины ничего не сможете сделать. У тебя нет способа понять Паблито, такого, каков он есть. Ты ожидаешь, что все будут похожи на Нагваля. Лагорда единственная, кто относится к нему спокойно. Но не потому, что она понимает, а потому, что потеряла форму». Паблито принялся за еду, и мы вчетвером прикончили горшок с бобами. Бениньо помыл миски и тщательно спрятал их обратно в ящик, а затем все удобно уселись вокруг стола. Нестор предложил пойти, когда стемнеет, в близлежащую долину, куда обычно ходили Дон Хуан и Дон Хенаро. Мне почему-то совсем не хотелось этого. Я чувствовал себя в их компании не очень уверенно. Нестор сказал, что они привыкли ходить в темноте, и что искусство мага заключается в том, чтобы остаться незамеченным даже в толпе. Я рассказал им, как Дон Хуан однажды оставил меня одного в пустынном месте в горах, не слишком далеко отсюда. Он потребовал, чтобы я полностью сконцентрировался на попытке остаться незамеченным. Он сказал, что люди в этой местности знают друг друга в лицо. Там было не очень много людей, но те, кто там жил, постоянно ходили вокруг и могли засечь чужака за несколько миль. Он предупредил, что многие из этих людей имеют огнестрельное оружие, и им ничего не стоит подстрелить меня. «Не беспокойся насчет существ из другого мира», — сказал тогда Дон Хуан, смеясь. «Мексиканцы куда опаснее». Так оно и есть. Вот почему Нагваль и Хинара были такими артистами. Дон Хуан всегда говорил, что не существа другого мира опасны, а опасны-то как раз мексиканцы. Нагваль и Хинара научились быть незаметными среди всего этого. Они владели искусством сталкинга,
Было еще слишком рано для нашей прогулки в темноте. Я хотел воспользоваться этим временем, чтобы задать Нестору свои критические вопросы. Пока еще я почему-то избегал этого. Какое-то странное ощущение предостерегало меня не задавать вопросов. Было так, словно моя заинтересованность сместилась после ответа Паблита. Однако Паблита сам пришел мне на помощь и внезапно затронул эту тему, словно прочитав мои мысли. «Нестор тоже прыгнул в пропасть в тот же день, как и мы», — сказал он. «В результате этого он стал свидетелем. Ты стал маэстро, а я деревенским идиотом». Я попросил Нестора рассказать мне о его прыжке в пропасть. Я старался, чтобы вопрос выглядел так, словно это интересовало меня весьма умеренно. Но Паблита осознал подоплеку моего деланного безразличия. Он засмеялся и сказал Нестору, что я так осторожен потому, что остался глубоко разочарован его собственным рассказом об этом событии. «Я бросился после того, как вы сделали это», — сказал Нестор. Он взглянул на меня, как бы ожидая нового вопроса. «Ты прыгнул сразу после нас?» — спросил я. «Нет, мне потребовалось еще некоторое время для подготовки. Хинара и Нагваль не сказали мне, что делать. Тот день был самым важным для каждого из нас», — сказал Нестор. Паблита выглядел подавленным. Он встал со своего стула и прошелся по комнате. Затем он снова сел, качая головой в жесте отчаяния. «Ты действительно видел, как мы бросились с края обрыва?» — спросил я Нестора. «Я свидетель», — сказал Нестор. «Быть свидетелем — мой путь знания. Рассказывать вам безупречно то, чему я был свидетелем, — мое задание». «И что же ты на самом деле видел?» — спросил я. «Я видел, как вы оба, держась за руки, подбежали к краю», — сказал Нестор. «А затем я видел вас обоих, как воздушных змеев в небе». Паблита двигался дальше по прямой линии, а затем упал вниз. Ты немного поднялся, а затем продвинулся на небольшое расстояние от края, затем упал. Но мы действительно прыгнули вместе с нашим телом? Ну да. Я не думаю, чтобы это можно было бы сделать другим способом, сказал он и засмеялся. Может быть, это была иллюзия? Спросил я. Что ты хочешь выяснить, маэстро? Спросил он сухо. Я хочу узнать, что действительно случилось, ответил я. «На тебя случайно не нашло помрачение, как на Паблита?» — сказал Нестор со странноватым блеском в глазах. Я попытался объяснить ему природу моего недоумения в связи с прыжком. Он не выдержал и перебил меня. Паблита вмешался, чтобы призвать его к порядку, и они стали пререкаться. Паблита прекратил спор и проскакал вокруг стола, полусидя на своем стуле. «Нестор не видит дальше своего носа», — сказал он мне. «То же самое с Бенио. Ты ничего не получишь от них. Так что все мои симпатии на твоей стороне». Паблита захохотал, трясясь всем телом, и закрыл лицо шляпой Бениньо. «Что касается меня, то я знаю, что вы оба прыгнули», — внезапно взорвался Нестор. «Нагваль и Хинара не оставили вам другого выбора. Это было их искусство — сначала загнать вас, а потом отвести к единственным воротам, которые были открыты. Итак, вы двое бросились через край. Я был свидетелем этого. Паблита говорит, что он ничего не чувствовал. Это сомнительно. Я знаю, что он прекрасно все осознавал, но избрал чувствовать и говорить, что он ничего не помнит. «Я действительно не осознавал», — сказал мне Паблита тоном оправдания. «Возможно», — сказал Нестор сухо. «Но я сам чувствовал, я сам видел, как ваши тела сделали то, что они должны были сделать. Прыгнули». Утверждения Нестора привели мой разум к весьма странному состоянию. Все это время я искал подтверждение испытанному, но когда я получил его, вдруг оказалось, что оно ничего не меняет. Одно дело было знать, что я прыгнул, и испугаться того, что я воспринимал, а другое — найти согласованное подтверждение. Я понял тогда, что одно не имеет необходимой корреляции с другим. Я думал все это время, что наличие кого-то, кто подтвердит, что я действительно испытал прыжок, освободит интеллект от его сомнений и страхов. Я ошибался. Вместо этого мое беспокойство только выросло. Моя вовлеченность в эту проблему стала еще сильнее. Я объяснил Нестору, что хотя и приехал специально для встречи с ними, чтобы получить их подтверждение относительно реальности моего прыжка, но теперь мое настроение изменилось. Я не хочу больше разговаривать об этом. Оба они заговорили одновременно, и в этот момент мы вступили в трехсторонний спор. Паблита доказывал, что он ничего не сознавал.
Нестор кричал, что тот индульгирует, а я говорил, что не хочу больше ничего слышать о прыжке. Мне впервые стало ясно, что никто из нас не обладает необходимой степенью спокойствия и самоконтроля. Никто из нас не хотел уделить другому свое нераздельное внимание, как это делали Хинару и Нагваль. А так как я не был способен поддерживать какой-либо порядок в нашем обмене мнениями, то погрузился в свои собственные размышления. Я всегда думал, что единственным изъяном, который мешал мне войти в мир Дона Хуана, было мое вечное желание все объяснить разумно. Но присутствие Паблита и Нестора придало новое направление моим мыслям. Не меньшим изъяном была моя неуверенность. Как только я сходил с надежных рельс здравого смысла, я не мог верить себе и ужасался глобальности того, что раскрывалось передо мной. Поэтому я оказался не в состоянии поверить, что прыгнул в пропасть. Дон Хуан настаивал на том, что центральной проблемой магии является восприятие. В соответствии с этим он и Дон Хинаро во время нашей последней встречи на краю пропасти инсценировали великолепную катарсическую драму. После того, как они заставили меня принести мою благодарность в громких и ясных выражениях каждому, кто помогал мне, меня пронзил невероятный душевный подъем. В этот момент они захватили все мое внимание и повели мое тело к восприятию единственно возможного акта в пределах их системы отношений – прыжка в пропасть. Этот прыжок был практическим свершением моего восприятия не как обычного человека, а как мага. Я так ушел в записывание своих мыслей, что не заметил, как Нестор и Паблито перестали пререкаться, и все трое стали смотреть на меня. Я объяснил, что не представляю, как понять, что произошло в связи с этим прыжком. «Здесь нечего понимать», — сказал Нестор. «События просто случаются, и никто не может сказать почему. Спроси Бениньо, хочет ли он понять». «Ты хочешь понять?» — спросил я шутливым тоном. «Будь уверен, что хочу», — прогудел он глубоким и низким голосом, и все рассмеялись. «Ты индульгируешь, говоря, что хочешь понять», — продолжал Нестор. «Так же, как индульгирует Паблито, говоря, что он ничего не помнит». Он взглянул на Паблито и подмигнул мне. Паблито опустил голову. Нестор спросил меня, не заметил ли я чего-нибудь особого в настроении Паблито, когда мы собирались прыгать. Я вынужден был признать, что был не в состоянии обращать внимание на такие тонкости, как настроение Паблито. Воин должен замечать все, в этом весь трюк, и в этом его преимущество, как сказал бы Нагваль. Он улыбнулся, сделав нарочитый жест смущения, и прикрыл лицо шляпой. «Что именно я упустил в настроении Паблито?» — спросил я. «Паблито прыгнул прежде, чем переступил через край», — сказал он. Ему уже больше ничего не нужно было делать. Он мог бы с таким же успехом сесть на краю вместо прыжка. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я его. «Паблито уже распадался», — ответил он. «Именно поэтому он думает, что потерял сознание. Паблито лжет. Он что-то скрывает». Тут заговорил Паблито. Он бормотал что-то абсолютно невразумительное, затем в отчаянии махнул рукой и плюхнулся обратно на свой стул. Нестор тоже начал что-то говорить. Я остановил его. Я не был уверен, что понял его правильно. «Тело Паблито распадалось?» — спросил я. Он долго всматривался в меня, не говоря ни слова. Он сидел справа от меня, но тут молча пересел на скамейку напротив. «Ты должен серьезно отнестись к тому, что я тебе говорю», — сказал он. «Нет способа повернуть колесо времени к тому, чем мы были перед прыжком. Нагваль сказал, что быть воином — это честь и радость, и что судьба воина — делать то, что он должен делать. Я должен рассказать тебе безупречно о том, чему я был свидетелем. Паблито распадался. Когда вы двое побежали к краю, только ты был плотным. Паблито был похож на облако. Он думал, что был близок к тому, чтобы упасть ничком, а ты думаешь, что держал его за руку, чтобы помочь добежать до края. Никто из вас не прав. Я сомневаюсь, что для вас обоих было бы хуже, если бы ты не поддерживал Паблито». Я чувствовал еще большее замешательство, чем прежде. Я искренне верил, что он правдиво излагает все, свидетелем чему он был, но помнил только, что держал Паблито за руку.
«Что бы случилось, если бы я не вмешался?» — спросил я. «Я не могу ответить на это», — сказал Нестор. «Вы воздействовали на светимость друг друга. В тот момент, когда ты подал Паблито руку, он стал более плотным, но ты вложил свою драгоценную силу в ничто». «Что ты делал после того, как мы прыгнули?» — спросил я Нестора после долгого молчания. «Сразу же после того, как вы исчезли, я был так потрясен, что не мог дышать, и потерял сознание, но не знаю, на какое время. Мне казалось, что это длилось один момент. Когда я снова пришел в себя, я оглянулся в поисках Хинаро и Нагваля, но они ушли. Я бегал взад и вперед по вершине горы, зовя их, пока не сорвал голос. Тогда я понял, что остался один. Я подошел к краю утеса и попытался отыскать знак, который дает земля, когда воин не собирается возвращаться. Но я уже пропустил его. До этого момента я не осознавал, что они обращались ко мне, когда вы подбежали к краю. Они попрощались со мной. Обнаружить себя в одиночестве в такое время дня, да еще в таком пустынном месте, было больше, чем я мог вынести. Одним махом я потерял всех друзей, которые у меня были в мире. Я сел и заплакал. А когда я испугался еще больше, я начал вопить во всю мощь. Я во все горло выкрикивал имя Хинару. К тому времени стало очень темно, и я больше не мог различать окружающих предметов. Я знал, что как воин не должен индульгировать в своей печали. Чтобы успокоиться, я начал выть, как койот, так как научил меня Нагваль. Спустя некоторое время после начала воя я почувствовал себя намного лучше. Я забыл свою печаль, забыл о существовании мира. Чем больше я выл, тем легче было ощущать тепло и защиту земли. Должно быть, прошло несколько часов. Внезапно я ощутил толчок позади своего горла и звон в ушах. Я вспомнил, что Нагваль сказал Элихио и Бениньо перед прыжком. Он сказал, что ощущения в горле приходят как раз перед тем, как человек готовится изменить свою скорость. И звук колокольчика является средством, которое человек может использовать для выполнения всего, что ему требуется. Тогда я захотел стать койотом. Я посмотрел на свои руки, они были на земле передо мной. Они изменили форму и стали похожими на лапы койота. Я увидел шерсть койота на своих руках и груди. Я был койотом. Это наполнило меня таким счастьем, что я стал кричать, как должен кричать койот. Я ощущал у себя зубы койота, его длинную заостренную морду и язык. Каким-то образом я знал, что умер, но это не тревожило меня. Для меня не имело значения, умереть, превратиться в койота или остаться в живых. На 4 лапах, как койот, я пошел к краю обрыва и прыгнул туда. Ничего другого мне не оставалось. Я ощутил, что падаю, и мое тело койота перевернулось в воздухе. Затем я снова стал самим собой, кружась высоко над землей. Но прежде чем упасть вниз, я стал таким легким, что больше не падал, а парил. Воздух проходил сквозь меня. Я поверил, что моя смерть наконец-то входит внутрь меня. Что-то размешало мои внутренности, и я распался, как сухой песок. Там, где я был, было мирно и превосходно. Я каким-то образом знал, что я был там и не был одновременно. Я был ничто. Это все, что я могу сказать об этом. Затем совершенно внезапно то же самое, что сделало меня подобным сухому песку, собрало меня вместе. Я вернулся обратно к жизни и обнаружил, что сижу в хижине старого мексиканского мага. Он сказал, что его зовут Порфирио. Он был рад видеть меня и начал обучать меня некоторым вещам о растениях, которым Хинара меня не учил. Он взял меня туда, где растут эти растения, и показал мне шаблон этих растений, и особенно отметины на шаблоне каждого растения. Он сказал, что если я буду наблюдать эти отметины на растениях, то смогу легко сказать, на что они годятся, даже если никогда не видел этих растений раньше. Когда я изучил эти растения, он попрощался со мной, но попросил меня приходить к нему снова. В этот момент я ощутил сильный толчок и распался, как раньше. Я стал миллионом кусочков. Затем я снова был втянут в самого себя и пошел повидать Порфирио. Ведь он приглашал меня. Я знал, что могу пойти куда захочу, но избрал хижину Порфирио, потому что он был дружелюбен со мной и учил меня. Я не хотел рисковать, встретившись вместо него с чем-то ужасным.
На этот раз Порфирио взял меня с собой, чтобы посмотреть на шаблоны животных. Там я увидел свое собственное животное Нагваль. Мы узнали друг друга по виду. Порфирио был восхищен, видя такую дружбу. Я видел также Нагваль Паблито и твой, но они не захотели разговаривать со мной. Они казались печальными. Я не настаивал на разговоре с ними. Я не знал, что с вами произошло во время прыжка. Я знал, что сам я мертв, но мой Нагваль сказал мне, что я не умер, и что вы оба тоже живы. Тут я вспомнил, что когда я был свидетелем прыжка Элихио и Бениньо, то слышал, как Нагваль давал Бениньо инструкции не стремиться к причудливым видениям или мирам за пределами нашего собственного. Нагваль сказал, чтобы он изучал только свой собственный мир, потому что, делая так, он найдет доступную только ему форму силы, единственно доступную для него форму. Нагваль специально проинструктировал их, чтобы они дали возможность кусочкам взрываться как можно дольше, чтобы вернуть назад свои силы. Я сам делал то же самое. Я прошел назад и вперед от тоннеля к Нагвалю 11 раз, но каждый раз я встречал только Порфирио, который давал мне дальнейшие инструкции. Каждый раз, когда мои силы иссякали, я восстанавливал их в Нагвале, пока не восстановил до такой степени, что очутился опять на этой земле. Донья Соледад сказала мне, что Элихио не должен был прыгать в пропасть, сказал я. Он прыгнул вместе с Бениньо, ответил Нестор. Спроси его, и он скажет тебе это своим излюбленным голосом. Будь уверен, что мы прыгнули вместе, продребезжал тот. Но я никогда не говорю об этом. А что Соледад говорила насчет действий Элихио? Спросил Нестор. Я рассказал, что Донья Соледад говорила, что Элихио закружил ветер, и он покинул мир, когда работал в поле. Она совершенно все перепутала, сказал Нестор. Элихио закружили союзники. Их было несколько, но он не захотел ни одного из них, поэтому они оставили его в покое. Это не имеет никакого отношения к прыжку. Лагорда сказала, что у вас была стычка с союзниками прошлой ночью. Я не знаю, что вы делали, но если вы хотели захватить их, завлечь, чтобы они остались с вами, вы должны были кружиться с ними. Иногда они по собственному почину приходят к магу и кружат его. Элихио был наилучшим воином, какие только есть, так что союзник пришел к нему сам. Если бы кто-нибудь из нас захотел иметь союзников, мы должны были бы домогаться их много лет. Но даже и тогда я сомневаюсь, что союзники согласились бы помогать нам. Элихио должен был прыгнуть, как и все остальные. Я был свидетелем этого прыжка. Он был в паре с Бениньо. Многое из того, что случается с нами, как магами, зависит от того, что делает твой партнер. У Бениньо немного не хватает винтиков в голове, потому что его партнер не вернулся. Не так ли, Бениньо? Будь уверен, что это так, ответил Бениньо своим любимым голосом. Тут я не устоял перед сильным любопытством, которое мучило меня с самого начала, как только я услышал голос Бениньо. Я спросил его, как ему удается его гудящий голос. Он повернул лицо ко мне, сел прямо и указал на свой рот, как будто хотел, чтобы я внимательно смотрел на него. «Я не знаю», — прогудел он. «Я просто открываю рот, и этот голос выходит из меня». Он сократил мышцы лба, скривил губы и издал глубокий гудящий звук. Тут я увидел, что у него на висках были потрясающие мышцы, которые придавали его голове другие очертания. Не только линия волос была другой, но и вся передняя часть головы. «Хинаро оставил ему свои шумные звуки», — сказал мне Нестор. «Подожди, сейчас он покажет тебе свой главный звук». Мне показалось, что Бениньо готовится продемонстрировать свои способности. «Постой, постой, Бениньо», — сказал я, — «в этом нет необходимости». «Вот дьявол», — сказал Бениньо тоном разочарования. «У меня как раз был самый лучший звук для тебя». Паблито и Нестор засмеялись так сильно, что даже Бениньо утратил свою невозмутимость и захохотал вместе с ними. «Скажи мне, что случилось с Элихио?» — спросил я Нестора, когда все успокоились. «Когда Элихио и Бениньо прыгнули, — ответил Нестор, — Нагваль заставил меня быстро взглянуть через край и уловить знак, который дает земля при прыжке воина в пропасть. Если там будет что-нибудь вроде облачка или слабого порыва ветра, то время пребывания воина на земле еще не истекло. В тот день, когда прыгнули Бениньо и Элихио, я ощутил дыхание воздуха со стороны Бениньо и знал, что его час еще не пробил, а со стороны Элихио все было безмолвно.
«А как ты думаешь, что случилось с Элихио? Он умер?» Все трое уставились на меня. С минуту они молчали. Нестор почесал виски обеими руками. Бениньо хихикнул и потряс головой. Я попытался объяснить, но Нестор остановил меня жестом руки. «Ты серьезно задаешь нам эти вопросы?» — спросил он меня. Бениньо ответил за меня. Когда он не поясничал, его голос был глубоким и мелодичным. Он сказал, что Нагваль и Хинара подстроили все так, что каждый из нас имеет кусочки информации, которых не имеют другие. «Хорошо. Раз так, то мы тебе расскажем, что к чему», — сказал Нестор, словно у него гора свалилась с плеч. «Элихио не умер, ни в коем случае». «Где же он теперь?» — спросил я. Они снова переглянулись. У меня было ощущение, что они сдерживались, чтобы не засмеяться. Я рассказал им то, что сообщила мне Донья Соледад. Элихио ушел в другой мир, чтобы присоединиться к Нагвалю и Хинару. Для меня это звучало так, словно все трое умерли. «Но почему ты так говоришь, маэстро?» — спросил Нестор тоном глубокого участия. «Даже Паблито не говорит ничего подобного». Мне показалось, что Паблито собирается протестовать. Он чуть было не встал, но потом, очевидно, переменил свое намерение. «Да, правильно», — сказал он. «Даже я не говорю так». «Ну ладно, если Элихио жив, то где он?» «Соледад уже сказала тебе», — мягко сказал Нестор. «Элихио ушел, чтобы присоединиться к Нагвалю и Хинару». Я решил, что будет лучше не задавать им никаких вопросов. Я не собирался быть агрессивным в своих расспросах, но дело почему-то всегда оборачивалось именно так. Кроме того, у меня возникло чувство, что для меня все это больше не имеет никакого значения. Нестор внезапно встал и начал расхаживать передо мной взад и вперед. Наконец он потащил меня прочь от стола. Он не хотел, чтобы я писал. Он спросил меня, действительно ли я, подобно Паблито, выключился в момент прыжка и ничего не помнил. Я сказал, что у меня был ряд живых грез или видений, которые я не могу объяснить, и что я приехал для того, чтобы увидеть их и добиться ясности. Они захотели услышать обо всех моих видениях. После того, как они выслушали мой отчет, Нестор сказал, что мои видения были слишком причудливы. Только первые два имели большое значение и относились к Земле, остальные же были видениями чужих миров. Он объяснил, что особое значение следует придавать первому видению, так как оно было подлинным знаком. Он сказал, что маги всегда рассматривают первое событие из любой серии как программу или карту того, что должно произойти впоследствии. В этом конкретном видении я обнаружил, что смотрю на диковинный мир. Перед моими глазами была огромная скала, расщепленная надвое. Через широкую щель в ней я мог видеть огромную фосфорицирующую раковину, залитую зелено-желтым светом. На одной стороне долины, справа и частично скрытой от моего поля зрения огромной скалой, находилось невероятное куполообразное строение. Оно было темное, почти угольно-серое. Если там у меня были приблизительно такие же размеры, что и в обыденной жизни, то купол должен был иметь почти 50 тысяч футов в высоту и много миль в ширину. Такие колоссальные размеры меня просто ошеломили. У меня закружилась голова, и я погрузился в состояние распада. Я снова вышел из него и оказался на очень неровной и все-таки плоской поверхности. Это была сияющая безграничная поверхность, которой я никогда не видел прежде. Она простиралась до тех пор, пока видел глаз. Вскоре я осознал, что могу поворачивать голову в любом направлении в горизонтальной плоскости. Но я не мог взглянуть на себя. Однако я имел возможность исследовать окрестности, поворачивая голову слева направо в любом желаемом направлении. Тем не менее, когда я хотел повернуться направо кругом, чтобы посмотреть вокруг себя, я не смог сдвинуть свой корпус. Равнина простиралась с монотонным однообразием как налево, так и направо. В поле моего зрения не было ничего другого, кроме безграничного белого сияния. Я хотел посмотреть на почву под ногами, но глаза не могли сдвинуться вниз. Я поднял голову вверх, чтобы посмотреть на небо, но увидел только другую безграничную поверхность, которая казалась связанной с той, на которой я стоял. Тут у меня возник намек на прозрение, и я ощутил, что что-то прямо сейчас готово раскрыться мне. Но внезапный, опустошающий толчок распада остановил мое откровение.
Какая-то сила потянула меня вниз. Было так, словно поверхность поглотила меня. Нестор сказал, что видение купола имело колоссальное значение, потому что эта особая форма была выделена Нагвалем и Хинаро как видение места, где, как предполагается, все мы когда-нибудь встретимся. Тут заговорил Бениньо. Он сказал, что слышал, как Элихио инструктировали, чтобы он нашел этот особый купол. Он сказал, что Нагваль и Хинаро настаивали на том, чтобы Элихио понял их объяснение точно. Они всегда считали Элихио самым лучшим, поэтому всегда посылали его находить этот купол и входить под его белоснежные своды снова и снова. Паблито сказал, что они все трое получили инструкции найти этот купол, если смогут, но сам он не нашел его. Тут я пожаловался, что Дон Хуан и Дон Хинаро никогда не упоминали при мне ни о чем подобном. Мне не давали никаких инструкций по поводу купола. Бениньо, который сидел напротив через стол, внезапно встал и пошел в мою сторону. Он сел слева от меня и очень тихо прошептал мне на ухо, что, по-видимому, старики инструктировали меня, но я ничего не запомнил, или что они ничего не сказали мне, чтобы я не фиксировал на куполе своего внимания, если найду его. «Почему этот купол был так важен?» — спросил я Нестора. «Потому что это место, где находятся Нагваль и Хинаро», — ответил он. «А где находится этот купол?» — спросил я. «Где-то на этой земле», — ответил он. Я вынужден был детально объяснить им, что невозможно, чтобы на нашей планете могло существовать строение такой величины. Я сказал, что мое видение было больше похоже на грезу, и что такие строения могут существовать разве что во сне или фантазии. Они засмеялись и мягко похлопали меня по спине, словно ублажали ребенка. «Ты хочешь знать, где находится Элихио?» — спросил внезапно Нестор. «Так вот, он находится под белыми сводами того купола вместе с Нагвалем и Хинаро». «Но тот купол был видением», — сказал я. «Тогда Элихио находится в видении», — сказал Нестор. «Вспомни, что Бенини только что сказал тебе. Нагваль и Хинаро не говорили тебе, чтобы ты нашел этот купол и приходил к нему снова. Если бы они тебе это сказали, тебя не было бы здесь. Ты был бы, как и Элихио, под куполом того видения. Так что ты видишь, что Элихио не умер, как умирает человек на улице. Он просто не вернулся из своего прыжка». Его заявление ошеломило меня. Я не мог отрицать воспоминания о живости своих видений, но по какой-то непонятной причине мне хотелось спорить с ними. Нестор, не давая мне времени что-то сказать, продвинул свои утверждения еще на ступень дальше. Он напомнил мне еще одно из моих видений, предпоследнее. Это видение было самым кошмарным из всех. Я обнаружил, что меня преследует какое-то странное невидимое создание. Я знал, что оно находится сзади, но не мог видеть его. И не потому, что оно было невидимым, а потому что мир, в котором я находился, был таким неправдоподобно чужим, что я совершенно не способен был сориентироваться. Каковы бы ни были элементы этого видения, они, безусловно, были не с этой земли. Эмоциональное потрясение, которое я испытал, было едва ли не больше того, что я мог выдержать. В какой-то момент поверхность, на которой я стоял, начала сотрясаться. Я ощутил, как она оседает под моими ногами, и ухватился за что-то вроде ветки или отростка какого-то предмета, напоминавшего мне дерево, который висел как раз над моей головой в горизонтальном положении. В тот момент, когда я коснулся его, отросток обвился вокруг моего запястья, словно он обладал нервной системой и мог чувствовать. Я ощутил, что поднят на огромную высоту. Я посмотрел вниз и увидел невероятное животное. Я знал, что это и была та ужасная тварь, которая преследовала меня. Она вылезала из-под поверхности, которая выглядела как земля. Я мог видеть ее огромный рот, открытый как пещера. Я услышал леденящий душу и совершенно неземной рев, нечто вроде поразительного звенящего металлического вздоха. Щупальца, схватившие меня, разжались, и я упал в пещерообразный рот. Затем он захлопнулся со мной внутри. Я ощутил огромной силой давления, которое расплющило мое тело. «Ты уже умер», — сказал Нестор. «Это животное съело тебя. Ты отважился выйти за пределы этого мира и нашел сплошной ужас. Наша жизнь и наша смерть не более и не менее реальны, чем твоя короткая жизнь в этом месте и твоя смерть в пасти чудовища. Та жизнь, которую мы ведем сейчас, это всего лишь длительное видение. Разве ты не знаешь этого?» Нервные спазмы пробежали по всему моему телу.
«Я не выходил за пределы этого мира», — продолжал он, — «но я знаю, о чем говорю. У меня не было таких ужасных историй, как у тебя. Все, что я сделал, это посетил Порфирио 10 раз. Если бы это зависело от меня, я ушел бы туда навсегда, но мой 11-й отскок был таким сильным, что изменил мое направление. Я ощутил, что пролетел мимо хижины Порфирио, и вместо того, чтобы очутиться у его двери, я оказался в городе, близко от дома, где жил один мой друг. Мне это показалось очень странным. Я знал, что путешествую между Нагвалем и Тоналем. Никто не говорил мне, что эти путешествия должны быть какого-то особого рода. Поэтому мне стало любопытно, и я решил увидеть своего старого друга. Я заинтересовался, увижу ли я его реально. Я подошел к его дому и постучал в дверь, так же, как я делал это уже много раз. Его жена пустила меня, как всегда делала это, и мой друг был действительно дома. Я сказал ему, что прибыл в город по делу, и он вернул мне деньги, которые был должен. Я положил деньги в карман. Я знал, что мой друг, его жена и эти деньги, и этот город, все это было лишь видением, так же, как и хижина Порфирио. Я знал, что сила, которая была выше меня, может расщепить меня на части в любой момент. Поэтому я уселся, чтобы насладиться общением с моим другом в полной мере. Осмелюсь сказать, что я был остроумным и обаятельным, как никогда. Мы смеялись и шутили. Я долго оставался там, ожидая толчка. Так как он не приходил, я решил уйти. Попрощавшись и поблагодарив его за деньги и дружелюбие, я ушел оттуда. Я хотел увидеть город, прежде чем сила заберет меня снова, и бродил всю ночь по холмам, возвышающимся над городом. В тот момент, когда взошло солнце, осознание пронзило меня, как вспышка молнии. Я вернулся обратно в мир, и сила, которая когда-нибудь распылит меня, отступила и позволила мне остаться еще в течение некоторого времени. Мне суждено было видеть родные края и эту чудесную землю немного дольше. Какая великая радость, маэстро! Но я не могу сказать, что не наслаждался дружбой Порфирио. Оба видения равны, но я предпочитаю видение своей формы и своей земли. Возможно, это мое индульгирование. Нестор перестал говорить, и все трое уставились на меня. Я ощутил угрозу, которой не было никогда прежде. Некоторая часть меня трепетала перед тем, что он сказал, а другая хотела бороться с ним. Мое бессмысленное настроение длилось несколько минут, пока я не начал осознавать, что Бениньо смотрит на меня с очень неприветливым выражением. Он фиксировал свои глаза на моей груди. Я ощутил, что внезапно что-то зловещее стало давить на мое сердце, и стал потеть, словно перед моим лицом находился обогреватель. У меня зашумело в ушах. В этот самый момент ко мне подошла Лагорда. Она появилась самым неожиданным образом. Я был уверен, что Хинарос почувствовали тоже. Они прекратили делать то, что делали, и посмотрели на нее. Паблито первым опомнился от удивления. «Почему ты так вошла?» — спросил он жалобно. «Ты подслушивала из другой комнаты, да?» Она сказала, что находится в доме всего несколько минут, и только что вошла в кухню. И причина, по которой она вошла так тихо, не столько в том, что ей хотелось подслушать, сколько в том, чтобы проверить свою способность быть незаметной. Ее присутствие вызвало странную передышку. Я хотел опять окунуться в поток откровений Нестора, но прежде чем успел что-нибудь спросить, Лагорда сказала, что сестрички находятся на пути к дому и могут войти в дверь в любой момент. Хинарос сразу же встали, словно их подбросила одна и та же пружина. Паблито взгромоздил свой стул на плечо. «Давай отправимся на прогулку в темноте, маэстро», — сказал он мне. Лагорда очень повелительным тоном сказала, что я не могу отправиться вместе с ними, потому что она еще не закончила рассказывать мне то, что Нагваль велел ей рассказать мне. Паблито повернулся ко мне и подмигнул. «Я уже говорил тебе», — сказал он, — «эти угрюмые суки вечно командуют. Я искренне надеюсь, что ты не такой, маэстро». Нестор и Бениньо пожелали мне спокойной ночи и обняли меня. Паблито как раз выходил, неся свой стул, как рюкзак. Они вышли через заднюю часть дома. Несколько секунд спустя ужасно громкий стук в дверь заставил нас с Лагордой вскочить на ноги. Снова вошел Паблито вместе со своим стулом. «Ты думаешь, что я забыл сказать спокойной ночи, да?» — спросил он и засмеялся.